Салют! Только что закончился хайповый турнир MVP, где в главном бою билась Ронда Роузи против Джины Карано. Да и в остальном карт был забит мировыми звездами: Нейт Диаз против Майка Перри, Джуниор Дос Сантос, Фрэнсис Нгану, Саладин Парнас, Джейсон Джексон. Каким вышел дебютный турнир MVP по ММА? Расскажу про каждый поединок прямо сейчас. Меня зовут Влад Калугин, вы на канале Дикий Бой. Поехали! Прямые трансляции UFC, бонусы от партнеров, видео нокаутов после боев и громкие анонсы предстоящих турниров. Мы собрали все только самое нужное для фанатов в одном месте. Телеграм-канал Калугин ММА. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Залетай и оставайся в курсе всех событий. Для удобств QR-код будет на экране. Крис Авилла, близкий друг и товарищ по команде Нейта Диаза. Американцу 33 года, последний раз по правилам ММА он выступал в 2021, а рекорд в боксе 6-1. Соперник Брэндон Дженкинс, как и Авилла, экс-боец UFC. У обоих, кстати, там рекорд был 0-2. Дженкинс также не ограничивается одним ММА и выступает на турнирах по карате, боксу и боях на голых кулаках. Кому из парней удалось одержать, на секундочку, первую победу в первом бою в истории Лиги MVP по ММА? Парни отбились все 3 раунда, бой вышел конкурентным, но не лучшего качества. Дженкинс пользовался своими габаритами, работал киками, отбивал переднюю ногу, превосходил Авиллу по объему. Но Крис тоже без дела не стоял, на руках он составлял хорошую конкуренцию, где-то даже перебивал. Но по общей картине боя Дженкинс был лучше, именно ему судьи и отдали победу, но, на мое удивление, только раздельным решением. Айлин Перейра, сестра того самого Алекса Перейры, выступала в Глори по кикбоксингу, в прошлом году взяла пояс лиги Карате Комбат. В этой лиге она дважды вырубила соперницу левым хуком. В ММА у нее 2-2, все поединки Перейра провела в лиге LFA. Ее соперница Джейда Мейсон Вонг. Канадка известна своими поединками в лиге Bare Knuckle, но она также выступала по боксу и на любительском уровне по кикбоксингу. В ММА ее рекорд 3 победы и 2 поражения. Первые 2 раунда выдались скучными и близкими, без особо опасных моментов. Вонг где-то борола Перейру, например, в первом раунде, а Перейра, в свою очередь, в стойке попадала более акцентированно. Но вот третий раунд вышел совсем не близким. Мейсон Вонг было сложно сближаться и доносить удары из-за преимущества бразильян в росте и размахе рук. Хороший левый хук и правый прямой зашли от Айлин, как итог победы единогласным решением судей в пользу Айлин Перейры. Давиду Мгаяну всего 21 год. В подготовке к этому бою ему помогал его друг Арман Цурукян. В сентябре прошлого года Мгаян выступил на претендентской серии Дейны Уайта и устроил отличный бой против Томми Макмиллена. Но победу, как и контракт, забрать не смог. Это поражение стало первым и единственным в его карьере. Сегодняшний соперник Мгаяма Альберт Моралес. Американец аж на 13 лет старше Давида, но и опыта у него сильно больше. В UFC Моралес провел 6 поединков, еще 3 в Беллатор. Первый раунд. Мгаям на первой минуте точно и жестко попал правым через руку, а затем пробил еще раз. В середине раунда Давид оформил проход в 2 ноги, Мгаян пытался пройти гард, но соперник оставался активным, наносил удары, однако так подняться и не смог, раунд уходит армянскому спортсмену. Во втором раунде Мгаян оформил тейкдаун со второй попытки. Активно работал сверху, зашел в халф-гард и пробил локти. Подняться Моралесу удалось лишь на последних секундах, когда Давид сам его отпустил. Третий раунд. Через 15 секунд после начала Мгаян вновь оформляет проход в 2 ноги и проводит тейкдаун. Альберт Моралес проделывал отличную работу снизу, не давал оппоненту улучшить позицию и даже искал попытки сабмишена. Решение было разгромным в пользу Мгаяна. Один из судей поставил и вовсе 30-26. Джейсон Джексон по прозвищу «Машина по надиранию задниц» сделал свою карьеру в Беллатор. Его можно вспомнить по нокауту в поединке против Ярослава Амосова, тогда-то Джексон и стал чемпионом. Суммарно в Беллатор и в PFL у него 10 побед и 3 поражения. В последних поединках он уступал более молодым соперникам. Джефф Крейтон, 30-летний боец из Калифорнии. В прошлом году он принимал участие в шоу The Ultimate Fighter и дошел до полуфинала, где проиграл раздельным решением.
Крейтон пошел вперед с ударами, но Джексон встретил его своей комбинацией и точнейшим левым боковым наглухо нокаутировал соперника уже на 22-й секунде поединка. Адриано Мораес, настоящий ветеран смешанных единоборств. 13 лет он бился в One Championship, провел там 18 поединков и трижды становился чемпионом. Изначально он должен был встретиться с Мухаммедом Макаевым, но у того возникли проблемы с получением визы, поэтому потребовалась замена. Пхуки Нкута, непобежденный боец, имеет серьезное имя на региональной арене благодаря выступлениям в LFA и Cage Fury. Первый раунд был скучным ровно до последних секунд. Там Нкута пробил хайкик и Мораес поплыл. Мораес попробовал спастись в борьбе, но вместо этого еще и ударов нахватал. Раунд за Нкутой. Вторая пятиминутка тоже не особо была острой, только ближе к концу раунда бойцы обменялись ударами, но нас с вами интересует третий раунд. В самом конце Мораес вышел на удушающий. Херб Дин останавливает бой, потому что звучит гонг об окончании. Но Нкута оказывается без сознания. Тогда Дин посмотрел повтор и изменил свое решение. Мораес побеждает удушающим приемом за 1 секунду до конца поединка. Вот это поворот событий. Намо Фазил выступал в One FC, UAE Warriors и Karate Combat. Пока что в больших лигах не дрался, но Фазил в преддверии этого боя бросил вызов Арману Цурукяну, из-за чего уже стал на слуху у фанатов. Его соперник армяно-американский боец Джейкоб Бабаян. Он менее опытный, нежели его оппонент, тренируется в Калифорнии и выступает на региональном уровне. Бабаян идет андердогом, но всегда имеет хорошие шансы на финиш. Раунд первый. Безумное начало. Парни просто пошли вперед без защиты и начали рубиться. Обоюдные попадания. Бабаян пошел в борьбу и забрал спину. Попробовал выйти на удушающий, потом перешел в позицию сверху. Оставшуюся часть раунда Фазил удерживал соперника на земле без особых угроз. Второй раунд Фазил начал с агрессивной атаки, набрасывал удары по уставшему сопернику. Бабаян попробовал зайти в борьбу, но Фазил поймал его на удушающей анаконды. Соперник стучит. Фазил побеждает удушающим во втором раунде. Джуниор Дос Сантос, настоящая легенда и глыба тяжелого веса UFC и смешанных единоборств. Цыган ушел из UFC в 2020-м, и с тех пор у него было лишь 3 поединка. 2 последних боя он выиграл, но только на голых кулаках, в лиге, принадлежащей Хорхе Масвидалю. 42-летнему Дос Сантосу дали соперника не из легких. Гигантский кубинец Тхландис Рабелис Деспейн ушел из UFC с рекордом 1-2. После этого он нашел себя в Karate Combat, где выиграл 7 боев и стал чемпионом. Первая пятиминутка. Тяжелые попадания от обоих. У Джуниора хорошо пару раз прошли лоу-кики по передней ноге, он попробовал зайти в борьбу, но кубинец с легкостью остановил попытки прохода. Деспейн достает соперника правой четко по челюсти. У Сантоса были опущены руки. Он не успевает их поднять, и тут летит еще 2 подачи от Рабелиса, которые наглухо срубают бразильца. Деспейн побеждает нокаутом в первом раунде. Саладин Парнас, 28-летний француз, который считается одним из лучших легковесов вне UFC. Его рекорд и правда впечатляет: 22-2 в ММА и 14-2 в лиге KSW. В данный момент у него серия из 4 побед нокаутом. Возможно, после сегодняшнего поединка Парнас перейдет в более крупную организацию. Я думаю, вы понимаете, какое, может быть, и задержится здесь. Его соперник Кеннет Кросс, в 2020-м он по очкам выиграл бой на Contender Series, но контракт так и не получил. Первый раунд. Француз проводит тейкдаун, садится в полный маунт и затем заходит за спину и начинает вколачивать удары в голову соперника. Но у Кросса получилось подняться. В стойке он продолжает пропускать тяжелые удары и в конце концов падает. 2 жестких удара зашли точно в корпус, и Кросс сложился. TKO. Первый раунд. Парнас одерживает победу. Фрэнсис Нгану, один из самых страшных нокаутеров в мире ММА. После ухода из UFC в статусе чемпиона его карьера заметно замедлилась. За 3 последних года всего 3 боя, 2 по боксу против Фьюри и Джошуа и 1 по ММА с Ренаном Феррейрой. С PFL особо дела не сложились, и недавно камерунец от контракта с организацией был освобожден. Его соперник Филиппе Линс, бразилец, покинул UFC на серии из 4 побед к ряду. Последний бой провел против Иона Куцелабы и больше не дрался.
Жесткие удары полетели от Нгану на первых секундах. Линс зашел в клинч, немного постоял у сетки, но дальше Фрэнсис продолжал тяжело разряжаться по сопернику. Линс пошел в борьбу, Нгану защитился и начал работать сверху. У Филиппи получилось встать, и камерунец потихоньку продолжал его разбивать, никуда не спешил. И вот так вот, не спеша, Нгану одной левой отправляет соперника в нокаут. Филиппи Линс без сознания, а Фрэнсис Нгану побеждает нокаутом в первом раунде. Нейт Диас и Майк Перри – два жестких парня, которых мы прекрасно знаем по выступлениям в UFC. Нейт на 7 лет старше своего соперника, из UFC он ушел в 2022, после этого провел 2 боксерских поединка с Джейком Полом и Хорхе Масвидалем. Майк Перри в это время рубился в Bare Knuckle, оформил 6 побед и ни разу не проиграл. Майк буквально стал лицом лиги и дважды брал пояс. На голых кулаках он побеждал Джереми Стивенса, Майкла Пейджа и Эдди Альвареса. С первых секунд боя Майк Перри пошел вперед и работал в агрессивной манере. Диас отвечал, и когда они оказались в клинче, провел шикарный бросок через бедро. Оставаться сверху после приема не смог и попробовал выйти на болевой уже снизу. Перри неплохо пробил корпус Нейту, смог посечь Нейта. Во втором раунде Майк также занял центр октагона, шел вперед, а у Диаса шла кровь из рассечения. Под конец Перри уронил его коленом, а на третий раунд Нейта не выпустили из засечки. Непонятно, то ли доктор не допустил, то ли угол посоветовал остановить поединок. Главный бой вечера. Ронда Роузи против Джины Карано. Кто бы мог подумать, что мы увидим этот поединок в 2026 году, но Джейк Пол сделал это реальностью. Настоящее безумие, потому что Роузи не дралась с 2016 года, а Карано аж с 2009, вы не ослышались. На двоих им за 80 лет, но они не просто находятся в главном событии, они действительно привлекают внимание общественности. С точки зрения спортивной составляющей вопросов полно, но несмотря на гигантские паузы в карьерах и Роузи, и Карано, это ключевые личности в истории женского ММА. Моментальный перевод от Ронда Роузи, заходит в фулл маунт и выходит на рычаг локтя, 15 секунд и все. Бой продлился всего лишь 15 секунд. Ронда Роузи побеждает рычагом локтя. Что-то мне это даже напомнило. Заряжайте лайк, пишите, кто сегодня запомнился больше. Переходите на канал и смотрите обзор на турнир UFC Vegas 117, где бились Арнольд Аллен, Милказаэль Коста, Духо Чой, Веллмейкер, Веретенников. И, конечно, жду вас в нашем телеграм-канале. До встречи именно там, друзья мои. Пока-пока.